Моторола убит. Убит в Донецке. Долго не могли подтвердить эту информацию, но наконец подтвердили. И вот уже Александр Захарченко даже сделал официальное заявление. А кто исполнил это убийство? Ну, я хочу теперь обратиться к военнослужащим Украины, к службе безопасности Украины, к Главному управлению разведки. Уважаемые друзья, товарищи, сволочи и негодяи, ходите теперь и бойтесь. Александр Захарченко уже не выдвигает версию, он четко обращается к силовым структурам Украины и призывает их бояться. Для него вопрос о том, кто осуществил, какая сторона осуществила данную спецоперацию, а это именно спецоперация, профессионально исполненная, у него такого вопроса перед ним не стоит. Все офицеры, подполковники, майоры, которые действуют на нашей территории, все ваши агенты, семьи, с сегодняшнего дня находится вне закона. Эту фразу я не понял, потому что такое впечатление складывается, что еще вчера агенты ВСУ, разведки, Минобороны находились на территории Донецка на законных основаниях. Не только здесь, а еще в Житомире, в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске. И еще скажу, когда мы придем к вам домой, никакой пощады вам не будет. Каждое предложение Александра Захарченко – это утверждение по поводу вины Киева в том, что случилось с Моторолой. И еще могу сказать одну вещь. Я так понимаю, Петр Алексеевич Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну. По всей видимости, даже у этого короткого следствия, которое уже было проведено там на месте, есть неопровержимые доказательства тому, что это осуществлено по указанию Петра Алексеевича Порошенко. Ну, запомните мои слова. Вам будет в 1000 раз хуже, тяжелее, чем сегодня нам. Это не первое такого рода обращение Александра Захарченко к украинской стороне. Передайте хохлам, что они там с этой батареей в живых никто не останется. Пускай готовят гробы, это 100%. Перережем сволочи. Надо полагать, что военнослужащие, которые служили в той самой батарее, они уже все давно похоронены. Но дело не в форме подачи того, что говорил Александр Захарченко, дело в смысле сказанного им. Нужно зафиксировать, что это не первый террористический акт со стороны Украины. И мы понимаем, что Украина не может выполнять Минские соглашения, пытается всячески сорвать. Украина не может идти в полноценное наступление. Для Дениса Пушилина также не секрет, кто совершил это преступление. Что касается обстоятельств его гибели, известно ли, что за тип взрывного устройства? Пока проходят следственные действия, известно, что это в районе лифта было самодельное зарядное устройство, взрывное устройство. Чуть позже сообщат, что это был пластид. В принципе, любая бомба из пластида, установленная суперпрофессионалом, является самодельным взрывным устройством. А кто эти раненые? Журналист задает вопрос, по сути, очень простой, да, о раненых, пострадавших во время взрыва. И Денис Пушилин отвечает. Информация уточняется, не хочу просто непроверенную информацию. То есть сейчас проводятся следственные действия, пока рано, наверное, говорить об этом. Я делаю логическое заключение из этого, что информация об украинской ДРГ это уже проверенная информация. Я делаю заключение о том, что информация о пострадавших это тайна следствия, а информация об украинской ДРГ это не тайна следствия. Но в таком случае от кого скрываются подробности данного преступления? От Киева? Так Киев знает подробности, потому что по их логике Киев и отправил ДРГ. Возможно, Украина ознаменовала своим террористическим актом некие попытки силовым путем вновь. Это Украина, и других версий не рассматривается. Денис, вы так однозначно утверждаете, что это была украинская диверсионная группа. Но, насколько я понимаю, следствие ведется. Были ли у Моторолы, у Арсения Павлова враги, может быть, внутри ДНР? Журналист, по сути, задает тот самый вопрос, который крутится у меня в голове. Почему так однозначно по поводу украинской ДРГ? На самом деле, Моторола, герой Донецкой Народной Республики, он пользуется заслуженным уважением со стороны ополчения.
он пользуется уважением со стороны политического крыла, поэтому я не могу назвать его врагом, только за исключением, наверное, это представители Украины. Командир мозговой пользуется уважением и поддержкой населения. По сути, врагов у него нет. Командир Дремов пользуется уважением населения, и врагов у него по сути нет. Вы скажете, это ЛНР, а вот это ДНР. Но примеры вам как, нравятся? Но, к сожалению, учитывая, каким образом действовала до этого Украина с помощью ДРГ, то есть это все укладывается в одну цепочку. Ну вот здесь вот мне хотелось бы узнать поподробнее, конечно же, как действовали эти самые украинские ДРГ, по всей видимости, суровые и профессиональные. Потому что я слышал вот такие вот истории о разведчиках, которые безжалостно взрывали автобусы, набитые оккупантами. Все мы могли слышать сказочную ахинею Жемчугова, который выдумал целое подпольное партизанское движение. Мы слышали также, как ДРГ вешали ополченцев, их беременных жен. Был убит ополченец, имя позывное в интересах следствия, не буду называть. И была повешена, убит посредством повешения, была повешена его жена. Жена была на крайней стадии беременности. Тогда в интересах следствия фамилию и имя якобы повешенного ополченца, его якобы повешенной якобы беременной жены не сообщались, по всей видимости, и сейчас еще их сообщать нельзя, потому что если их сообщить, тогда можно отправить журналистов к семье повешенных. Возможно, что в Донецке все были такими расслабленными, что просто прозевали группу, не обязательно ДРГ, а просто энтузиастов, молодых или средних лет энтузиастов. Так ведь не были расслабленными. Вот 18 сентября украинская сторона готовит ДРГ для проведения терактов в Донецке. Эдуард Басурин. Получается, рассказывали о том, что готовятся ДРГ для терактов в Донецке. Но если сами в это верили, значит, находились во всеоружии. А теперь по поводу того, как было осуществлено. Позже появилась информация о том, что взрывное устройство закрепили на тросе лифта. Теперь давайте на секундочку подумаем. Представить то, что подъезд Моторолы не охранялся, может человек далекий от реалий. Потому что, насколько я знаю, автомобиль нельзя было припарковать не у подъезда, там где жила семья Моторолы, а даже у соседнего. Потому что если ты парковал автомобиль, то к тебе подходили молодые люди и интересовались, что ты здесь делаешь. Я не берусь утверждать, что это правда. И, конечно же, вы тоже можете представить, что подъезд, где жила семья Моторолы, не охранялся. Что внизу не было людей, что на этаже не было людей. И, опять-таки, я вам покажу, как это было раньше. Открывайте. Что? Какой, блин, пароль? Как полагается, здесь круглосуточная охрана. О, боже, что ярко. Дверь уже открыта, жена ждет. Возможно, теперь все изменилось и охраны никакой не было. Была. Понятное дело, что была охрана. Более того, пострадавшие во время взрыва, они не находились с Моторолой в лифте, потому что в таком случае, по всей видимости, они погибли бы. Если погиб один охранник, вот скорее всего он и находился. Но это же сейчас все тайное следствие, поэтому мы просто предполагаем. А вот пострадавшие, скорее всего, находились на этаже Моторолы. То есть они находятся на этаже, но внизу никого нет. И диверсионно-разведывательная группа мало того, что проникает в сам подъезд, который, конечно же, не охраняется, она проникает в шахту лифта для того, чтобы установить там взрывное устройство. После этого эта диверсионно-разведывательная группа находится в непосредственной близости от охраняемого объекта, не охраняемого, от дома Моторолы для того, чтобы нажать на кнопочку в нужное время, ибо взрывное устройство было приведено в действие дистанционно, то есть никто не полагался на случай, на то, что там кто-то там где-то сядет в лифт. Нет, была группа наблюдения, опять-таки в непосредственной близости от дома, где проживал Моторола и его семья. Ну и теперь мы подошли к самому главному. Меня, как и сотни тысяч, а то и миллионы зрителей
читателей хотят убедить в том, что вот так вот профессионально была осуществлена операция теми, кто хвастается то и дело задержанием каких-то людей с лицами деревенских работяг, и рассказывая о том, что этих людей через ВКонтакте завербовала ФСБ и ГРУ. Меня хотят убедить в том, что на службу в ВСУ Украины поступили невидимки, которые могут невидимыми просачиваться на охраняемые объекты. Меня хотят убедить в том, что эта суперпрофессиональная ДРГ ВСУ Украины не только пробралась к дому, где проживал Моторола и его семья, не только пробралась в подъезд, но пробралась также в шахту лифта, установила там взрывное устройство, потом невидимая вышла и вела наблюдение достаточно профессионально за тем, когда приедет объект. Кто же это сделал? Я не могу, так же как спикеры, упомянутые мною в начале этого видео, говорить, это сделали вот эти, или это сделали вот эти. Но я уже помню такую историю, и она была не одна. Истории, когда неведомые украинские ДРГ взрывали людей. Сначала одного, потом другого. Эти люди также были упомянуты в моем видео. Утверждать мы ничего не можем, но мы можем думать, это не запрещено. Этот блог, это лично мнение Анатолия Шария. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Я вас прошу высказывать свое мнение в комментариях. Мне всегда будет интересно почитать ваше мнение. Лично я не верю в то, о чем говорят. Это мое право.